Друзья, всем привет! Меня зовут Олег Шарпатый, я основатель компании SEOplates. Мы продолжаем знакомить вас с проектами, которые будут размещены на нашей платформе. Передо мной Артем. Артем, представьте, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Артем, я являюсь сооснователем проекта Bitferry. Это майнинг-проект, это международная площадка, которая позволяет инвесторам инвестировать свои средства в майнинг, грубо говоря, в промышленный майнинг. Собственно говоря, все, что нужно, купить токены, и ты зарабатываешь с майнинга. То есть все основные проблемы, которые там вызывает майнинг, у тебя решаются. Вот в двух словах, чем отличается от облачного майнинга? По факту мы даже сейчас и отходим к облачному майнингу. Но главное отличие в том, что инвестор, в принципе, он видит свое устройство. То есть облачное, это ты просто скидываешь кому-то деньги. Ну, чтобы не все просто в курсе, и ты скидываешь кому-то деньги, и люди говорят, что они занимаются майнингом на твои средства, грубо говоря. Но ты не в курсе, реально так это или нет. На доверие. У вас практически то же самое, только ты реально видишь свою ГПУ там или реально ты видишь свое оборудование, потому что мы задались, поняли такую вещь, что людям реально интересно видеть, что да, вот это вот мое, вот оно стоит. То есть мы на своей площадке сейчас установили видеокамеры, за дополнительную плату. Даже некоторые инвесторы у нас зарубежные особенно, они просят установить прям видеокамеру напротив своего устройства. Просят ли протереть это устройство иногда инвесторы? Типа того, да. То есть сейчас допиливается сайт новый. Там в личном кабинете будет вот именно вкладка с видеонаблюдением, то есть что происходит на площадке, кто там ходит, там технари наши что-то делают, там чинят, разбирают, чистят, то есть полностью контроль, грубо говоря, за своим устройством перед тобой, только ты его сам не можешь там пощупать. Получается, что по бизнес-процессу вы собираете деньги на то, чтобы построить большую фирму или много фирм, как там? Да. Одну много, как сколько там? По сути. По объемам? Вот смотри, сейчас около 1000 устройств. Вот, именно вот этот вот ICO, который мы проводили, у нас какие условия? 20% с майнинга мы забираем себе, чтобы, так сказать, покрыть менеджмент фи. То есть, надо заплатить зарплаты, надо электричество заплатить, охрану тем более. Электричество входит, конечно, да. То есть, и нам самим выгодно поставлять инвесторам новое оборудование. То есть, если оборудование не зарабатывает, то мы со своего кармана отстегиваем там или за электричество, или за что-то еще. Расскажите чуть более подробно тогда, чем является токен, собственно, сам, какой у него функционал? По факту токен дает право тебе участвовать в этой ферме. То есть дает скидку. Если я правильно понял, что это он удостоверяет право на часть оборудования или даже на конкретное там оборудование, которое стоит. Да, то есть закрепляется за оборудование. А где находится, кстати, вот физически вся эта? Физически несколько площадок. Карелия, Иркутск, Подмосковье одна стоит. Вот, сейчас еще 2 открываем, то есть в марте будет и следующий, так сказать, раунд, или как назвать, еще будем завозить оборудование. А вы как планируете? У вас миссия ограничена, вы выпускать будете токены, или новый токен будет, как, структурировали? Под каждое оборудование будет свой токен. То есть, свой токен? Да. То есть это токен фермы А, это токен фермы Б, С, Д и так далее? Да. Отдельный, допустим, вид оборудования, допустим, сейчас B8 они живут свое, будут там какие-то B100, да, допустим, на них будут свои токены. То есть... А как пришли вообще к майнингу? Насколько давно занимаетесь этим процессом? Почему решили вот в таком формате? Больше, я занимаюсь где-то год. Но вот именно год То есть ты сразу в майнинг именно включился? Да. Я собрал на видеокартах ферму, то есть тогда на 1060, я собрал свою первую ферму, поставил ее, она что-то тогда приносила мне сначала мелкие бабки, потом крупнее. Да, потом уже начался вот этот бум, весна этого года, когда все видеокарты вообще нигде было невозможно их найти. Вот, в то время, сколько они там, 2000 рублей в день там по тому курсу, что-то такое они приносили, неплохо было, прикольно. Вот, я понял, что пока Proof of Work существует, то есть майнинг будет жить. А на твой взгляд, сколько он будет еще?
Года 3, я думаю, 3-4 года. Ну, точно. Ну, вот я думаю, точно будет. Вот года 3-4 есть, а там будем смотреть. Ну, комьюнити, как решит комьюнити, грубо говоря. Ну, то есть... А окупаемость какая вот средняя сейчас идет? Асики, это сервера Bitfury. Там окупаемость где-то до полугода, 5 месяцев, 5-4 месяца. Человек, в принципе, в любой момент может продать токен, если ему надоело майнить, там, вывел деньги. Там, Да, сейчас... Не надо там на Авито выставлять свои фермы. Он продает токены, мы сейчас еще делаем биржу, допиливаем биржу. Но вы это как отдельный продукт выпускаете? Вообще отдельный. Ну, биржа это как отдельная штука, но она будет смежная. Ну, как сказать, это будет один функционал, то есть механизм. Вы на внешний рынок его выпускаете как инструмент? Да. Это будет продукт, который, это будет отдельно, как отдельно существующий, обособленный проект это будет. Вот. Ну и, так сказать, как механизм они будут работать, да. То есть там можно будет именно и на бирже что-то токенами, да, оплатить. Посмотрим, может быть, там какие-то комиссии будут именно оплачиваться токенами. Также допиливаем биржу мощностей. То есть сейчас NiceHash, к сожалению, да, он ушел на какой-то неопределенный промежуток времени, да. И, возможно, сейчас будем делать что-то, вот биржу мощностей наподобие NiceHash. Вот, чтобы тоже... Ну, окей. В общем, ты год назад пришел, стал развиваться, и потом как-то у тебя, как вот пришли к тому, что вот к этому проекту? Позвонил мой старый партнер, старый друг по другим проектам, говорит, слушай, ты же в майнинге разбираешься. Мне тут предложили сделать такой майнинг-проект, помоги. Вот. Ну, я приехал, то есть сели, обсудили. У людей был доступ к компьютерному оборудованию, ну, сейчас есть, да. Недели 3 мы выбирали, на каком железе будем это все делать, потому что это была осень, сентябрь. Вот, тогда еще немножко с толку сбивали эти IB-линки, которые там показывали по 2 месяца окупаемости из-за того, что сложность алгоритма была низкая. И, соответственно, когда решили, все, стартанули, начали все делать. Но сейчас у вас на какой стадии? То есть вы сейчас первую фирму продали уже? Все продали, все оборудование продали, даже через токены меньше, к сожалению. То есть, ну, по факту, этому проекту, ну, блокчейн он не нужен. То есть... Это что круто на самом деле, ну, помимо там майнинга и всего остального, это, по сути, чистый краудфандинг или краудинвестинг по понятной модели. Да, реальный сектор. Это, в принципе, ну, как раз тот инструмент, который и должен использоваться как бы, при финансировании проектов, ресурсоемких. Этих же фирм может быть очень много, конечно. Они достаточно... Более того, если инвестор хочет забрать устройство, у него есть такая возможность. То есть он доплачивает разность, да, потому что мы продавали устройство за токены гораздо ниже. То есть сейчас, если B8 там стоит, сколько он? По-моему, что-то в районе 15-16 тысяч долларов, да, на рынке, вот сейчас, то мы стартовали первую неделю ICO, он стоил 8 тысяч долларов, одно устройство, вот, и закончили на 12. То есть, грубо говоря, инвестор может заплатить вот эту разницу, да, с рыночной стоимостью и забрать себе это устройство, никаких проблем. То есть устройство реально его, он может его забрать. Ну да, и как раз максимально прозрачность показываете людям, в том числе финансирование. Допустим, если строить большую ферму, то вот как у нас там идет по этапам, вот деньги привлекли, выставили эту часть, следующие люди это все видят, и в принципе сам инструмент очень понятный, как бы, да, грубо говоря, и мы как раз нацелены платформой на именно реализацию технологических сложных элементов, там, где нужно финансирование, где надо его разбить по этапам, чтобы снизить риски для человека, он понимает, что да, конкретно вот оно все мое, здесь все делается, команде может доверять, деньги мне поступают, как бы, да, и на каждом этапе есть голосование. Окей, а когда планируете следующие этапы? Смотри, ну следующее устройство, я думаю, мы будем завозить где-то весной. А в каком объеме у вас? То есть вы на сколько? На 10 миллионов долларов фирмы комплектуете? Меньше, больше? Какой-то диапазон? Все зависит от поставщика, на самом деле. То есть, допустим, вы выпускаете токен под проект, под какой-то, да? И вот этот вот проект, он какого объема изначально запланирован? Вообще по количеству токенов, думаем, где-то 30 миллионов мы думали выпускать вообще, вот этих вот токенов. Устройства разных алгоритмов, разных доходностей, разных окупаемостей могут быть, да, и сейчас будут выпускаться. Соответственно, если мы будем поставлять их еще, ну, лучше делать еще отдельные токены под них. Когда планируете, какая следующая стадия?
Следующая стадия, сейчас все у нас устанавливается, потом, получается, инвесторы заходят в свои личные кабинеты, видят свой хэш-рейт, ну, получают первую прибыль, соответственно, видеокамеры смотрят. Это все работает где-то месяца 4, параллельно запускается биржа мощностей, параллельно запускается биржа, и, соответственно, где-то апрель, март мы завозим следующие B8. Вот. Возможно, если выйдут, так сказать, S11, да, о которых там говорят в интернете, если они выйдут раньше, сделаем все возможное, чтобы еще их завозить. Вот, будем. Смотри, у нас план такой, что мы, в принципе, уже в CrowdSale выходим сразу с проектами на платформе, то есть с готовым продуктом, полностью со всеми делами. И мы планируем сейчас как раз собираем пул проектов, 100 проектов со всего мира, с которыми мы вместе пойдем, вот, ну, чтобы максимально было кросс-промо, везде это было. Это круто. И поэтому, в принципе, ну, если вы как раз у вас к лету будет следующий раунд, это будет прям отличная история, что можно будет как раз его поставить новый токен, как бы, да, на платформу, и вот совместно придет, и можно будет прозрачно, четко показать, как там собирают средства, что с ними дальше происходит. Ваш проект, вот, чем он отличается вот, от других подобных, допустим? Смотри, других, во-первых, подобных в таком формате нет сейчас. Мы, по сути, предлагаем marketplace для старта Да, это ICO я понял, я вчера ключ. смотрел, да. И блокчейн-протокол, который предоставляет инвесторам полный контроль за средствами, собираемыми проектом. То есть средства выдаются проекту по роудмэпу, по этапам. Да. То есть они есть сразу же там заморожены в протоколе, но проект получает доступ к первой части, которую он должен реализовать. Он, если проект захотел в этом воспользоваться, он гибкие настройки, он выставляет сам, как он будет показывать для инвесторов, как что он хочет, он, допустим, говорит. Слушай, это очень круто для вот, инвесторов. и инвесторы на каждом этапе, они по сути голосуют, если все окей, следующая размораживаешь часть, следующая или нет. Если вдруг кто-то из инвесторов, ну, большинство, например, проголосовало, что нет, мы хотим забрать деньги. Они, во-первых, должны вернуть обратно токены, которые они получили от проекта. Ну, как бы обратно идет история. Да, я понял. А во-вторых, это даже этот момент не означает смерть для проекта, потому что, во-первых, те инвесторы, которые проголосовали за, они могут оставить свои деньги в проекте. А проект может, получив обратно токены, обратно реализовать другим инвесторам, ну, просто заменить ту сторону, которая, допустим, выразила недоверие к проекту. Таким образом, никакого скама. Вообще, это он просто не зайдет. На самом деле это круто. Во-вторых, у инвесторов есть контроль. Что значит есть контроль? Значит, что у них риски снизились там, в 10-12 раз. Это означает, что они теперь могут инвестировать большими средствами, большее количество проектов. Демократия. Ну да, по сути, снизились риски, повысилась сильно доходность. Как бы, да, при этом также проекты продолжают какие-то из венчурной стадии, это первой стадии выстреливать, они получают свою высокую доходность, но теперь перестают просто сильно терять деньги, как бы, в таком формате. Слушай, это очень круто. А как вообще пришли к этой идее? Ну, потому что очень долго ее разрабатывали и планировали. Да, потому что вот я думал... Смотрели, какая реально есть боль на рынке. Что да, вот это реально боль, потому что скама, сколько там, 90%, да, по-моему? Больше 90% ICO они схлапываются и все, улетают с бабками. Вот, я думал... Улетают, падают токены, что-то не Слушай, это очень круто. Ну, потому что, ну, реально, я сам хотел там некоторые ICO закинуть деньги, да, ну и как бы смотрел вот этот вот анализ, да, самого ICO, там посмотреть их escrow, там покопаться по команде, но это очень долго. Долго и все равно непонятно. Ну, то есть, как бы там нет до конца доверия между инвестором и проектом. Да. Ну, на самом деле, да. То есть, мы, когда разрабатывали тот же самый white paper, ну, я сам понимал, что, ну, блин, как бы я прикреплю сюда, допустим, да, какого-нибудь там Тимати и скажу, что Тимати с нами. Ну... А ты видел, кстати, Месси недавно какой-то проект рекламировал? Нет, израильский стартап, они что-то там разрабатывают, по-моему, смартфоны, что ли, на блокчейне, и они реально, то есть, ну, они там, Месси у них был не первенец уже, они для другого проекта, не блокчейн, привлекали Ирину Шейк до этого, ну, то есть они, знаешь, вот, уже пошла волна, должен кто-то, трастовое лицо, кто-то прорекламировать, там, за, не знаю, за какой гонорар, ну, видимо, за очень большой, я так понимаю. Слушай, а вот как вы думаете, они вообще пойдут, эти ICO, ну, будут согласны на то, что вот именно... вы пойдете? Ну, мы-то пойдем, да. И как бы, если проект нормальный, вот, всегда любой нормальный проект говорит, окей, для меня это вообще огонь, потому что мне важно показать инвесторам, что это со мной все в порядке. Я намерен реализовать проект. Вот, и в таком все проекты, которые намерены реализовать то, что они запланировали, и хотят показать как бы инвесторам, это Да, я понял. Если проект не пойдет, сразу скам. Ну да, можно сразу отсекать.
Слушай, ну да, это круто. Кстати, а вы вот, допустим, ну, на майнинге получаете какой-то доход, а вы дальше вы выводите это все в фиат, или вы продолжаете покупать на бирже криптовалют, или вы SEO проекты инвестируете, что с ним происходит? Ну, вот вообще, вот логика майнера, вот что он делает с намайненными деньгами? Не знаю, имеет ли смысл выводить сразу, ну, потому что, ну, мое личное мнение, то есть года 3-4, вот по-любому не надо выводить оттуда бабки. Если рынок растет, будет Вот я расти в думаю, разы, да, как бы, да. там это, ну... Ну, я так думаю. Ну, то есть то, что Все необходимо. так. Да, как бы, только. да, ну, хотя бы этот период просто придержать деньги, да, по минимуму выводить оттуда, пусть они в крипте лежат, да, потом, ну, все взорвется, классно. Пойдем. Взорвется вверх, в смысле. Да. Взорвется, разорвется. Да. Все пойдет вверх, пойдем виллу купим, классно, будем кайфовать. Ну, как-то так. Ну что, было очень приятно. В любом случае, ждем каких-то обновлений информации. Я думаю, что мы запишем, может быть, еще даже там на английском какой-то часть после Нового года. Без проблем. Вот. Всех с наступающим, больших доходов, фантастических результатов в новом году. И поменьше скамы. Присоединяйтесь к ребятам, все будет хорошо. До новых встреч. Пока. Пока.